Так. В начале стрима не работали. Фокус. Походу все. Ну, вообще офигенно все работает. О, я агая. Нет, я агая. Ну, я думаю, мы сейчас будем просто искать приключения на свою задницу. Эй. Так. А где это я? Выглядит интересно. Выглядит многообещающе. В Рейвен Рок. Дверь не открывается отсюда. Лагает прогрузка файла. А, ну кстати, оно работает, наверное, из-за того, что у меня амнезия включена. Это типа... Короче, мне его вчера Дима помог поставить. Это типа VPN, но не VPN. Угарная тема. Карвега. Электростанция. А чё тут, как открыть этот бункер? Кто в курсах? Так. Everyone. Блин, не убивай! Жестко. Блин, вся пустошь как на ладони. Чел стоит. Наркоторговец пустошь. Нормально я его приложил. Но точку, конечно, он нашел интересную, где торговать. Очень популярное место. Кладмен мудак. Да. Угу, понял. Так, давайте спустимся посюда.
Ай, бля. Тихо. Тихо. Ауч. Ауч. Дротикомет. Так, ключ от электростанции внезапно. А, то есть я прям зашел как задумано. А, нет, тут дырка есть. Блин, вообще бесполезный ключ максимально. Зачем? Блин, как же тот Говард не умеет делать шутер по трубам. Бля. Сука. Слушайте и повинуйтесь. Это уже репертуар того, другого ради. Вы слушаете рассказы о приключениях смельчака Герберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля. Блин. Да, блядь, вытащить ствол, сука. Тяжело. Выхожу в записи из укрепленного бункера посреди развалин Вашингтона. Жизнь прекрасна, не так? Вы слушаете рассказы о приключениях смельчака Герберта Дэшвуда и его Да, верного стрим слуги отвалился. Гуля Аргайла. Сегодня мы расскажем вам историю под названием «Рокополис между молотом и наковальней». Эй, отвали, зомби. Никаких интрижек. Интрижек? Мисс Чейз, вы ранили меня в самое сердце. Какие уж тут О! интрижки! Наемник компания, коготь. О боже мой, Аргайл, ты вырвал у нее сердце? Я всегда знал, что эта стерва бессердечная. Видите, шеф, бессердечная. Может, твоему кунг-фу здесь и нет равных, старик, но над чувством юмора еще придется поработать. Что это значит? О, великолепный король Тук, бесстрашный... Блять, я сохранился еще. Экран завис, но я умер, походу. А что произошло? Игра зависла. Великолепно. Ёбаный тот Говард. Сука.
Рокополиса, это я, смельчак. О, в шаге от мины. Мне тут подарили огурцы маринованные. Блин, кайф. Смельчак Дэш. Хороший подарок. Херберт Дэшвуд. Но надеюсь, это, ну, не день рождения. Я должен был догадаться. Но что это за мертвая женщина? И это что? Ее сердце? Блять, я случайно ее разъебал. Кого я убил? Вы привели сюда работорговцев? Идиоты! Да вы хоть понимаете, что натворили? Ну ладно. Ну что, стоит укрепить защиту? Я не знаю, кого я разъебал, но я кого-то разъебал. Вашечки закончили, шеф. Пора валить. Граждане Рокополиса, уничтожьте этих нарушителей. Сюда, Аргайл, в пещеры. Это наш единственный шанс. Они догоняют, шеф. Видите, вон тот выступ. Как, сможете запрыгнуть? Вы же не такой живчик, как раньше. Поторопись, старик. Я пришел конец наш. Едрить. Не забывайте настраивать приемники на нашу волну, чтобы услышать о новых увлекательных приключениях смельчака Герберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. Пиво. А теперь послушаем музыку. Пип-пири-пип, пип-пири-ри-ри-пири-рип. Так. Давайте ремонтный набор завязаем. А! О! Ля. Укороченные брюки. Только чего ради вообще не понял. В молоко стрельнул. Когда эти ребята еще пешком под стол ходили. Конечно, если у меня все получится, не будет иметь значения, сколько крышек и сигарет в карманах этих крестенышей. Повозившись с проводами, мне удалось подключить нас к источнику энергии. Они здесь встречаются нечасто. Но если знать, где смотреть, любой частью пустоши можно разыскать силовую линию под направлением, под напряжением. При всей их самодеятельности люди, жившие до падения бомб, кое-что смысле в инженерии. Должен признать, поразительно, что по происшествии стольких лет остались работающие энергостанции. Теперь, когда мы получили нужную нам энергию, я могу включить защитную турель и попытаться оживить тарелки. Окей. Так, наконец собрался всерьез приступить к работе. Приводы тарелок не действуют, но я смог ввести несколько базовых координат и начал поиск станции Садком на юго-западе и востоке. Зафиксировал слабый отклик станции НН-03D. Возможно, от таракана или еще какие твари устраивают гнезда в тарелках. Возможно, стоит послать у одного из двух наемников, чтобы зачистить станцию на случай, если окажется возможно использовать башни для исцеления. Ясно, что на орбите дюжина военных спутников, а вместе с гражданскими их должны быть сотни, если бы мне удалось найти несколько действующих спутников. Первые попытки обнаружить что-нибудь на атмосфере ничего не дали. За шавухой пойти, что ли? Да, чё бы нет. Время есть, сходи. Ля. Если ты сейчас подумал о шавухе, то
Как бы, но мысли о жарухе тебе не дадут покоя. Я почти в этом уверен. Поэтому лучше, да, пойти сейчас. Ёб твою мать. Да ёб твою мать, почему? Вообще не регает. Так. Так. Огонь Вера. О. Звучит интересно. Сука. Ну это вообще выглядело интересно так. Я такой умер и в небе эти грифоны летают. Да блин, уж лучше вот этой вот расщепителем стрелять реально. Да еб... Не. Я забываю. Сохраняться. Григорий Камыш. Ну да. Не убивай! Блять! Танкую нахуй! Пиздец. Да ёб твою мать, я не сохранился. Опять, ну сколько можно? F5 нажать, забываю. Блин, каждый, сука, раз на этой мини. Так, надо глянуть, какие пушки есть нормальные. Ну, винтовка Линкольна может быть норм, кстати. Нифига себе, револьвер Полсона сколько наносит урона? 52. Ля, он выглядит неплохо, кстати.
Я сейчас не понял, он как дробовик стрелял или мне показалось? Что за бред вообще? Так, кстати, напарников не берешь, почему? Да я беру, они умирают. Со мной Харон был, он сдох, бедняга. Самое забавное, что я не знаю, где он сдох. Фу, это что за ствол такой? Что за херня? Винтокрыл. Анклавовский пролетел. Это была Билли Холидей с песней Crazy He Calls Me. Одного дога не хватает, тоже не очень, так что дога у нас 3. Как вам сегодня этот милый постапокалиптический? Я готовы узнать последние новости столичной пустоши. Я Да тоже, чё за... ребят, но время-то Не, ну как бы прикольно, но с другой стороны мне... никогда не отчаивайтесь. Не, вот это Малыш есть. из убежища 101, истинный мессия пустошей. Он все еще с нами. Вы только послушайте. Кажется, наш чокнутый парнишка из убежища 101 в последнее время был очень занят, убивая самых говорительных людей на пустоши. Эй, в чем дело, 101? Ты убиваешь для души? Или тебе за это приплачивают? Может, мне стоит поспрашивать в подземелье, а? Потому что одна радиоактивная пташка напела мне, что ты проводишь слишком много времени в Гуллевилле. Спасибо за внимание, дети мои! Гулли-вилли. С вами Сидок Найт. На волне вашего любимого радио «Новости Галактики». Мы радио свободной пустоши, и мы работаем для вас. А теперь послушаем музыку. Я вот об этом не задавался, ну, как бы мне это в голову вообще ни разу не приходило. Но я вдруг подумал. А если ты вдруг занялся сексом с гулем, ну, типа с женщиной, ясное дело. Будет ли это считаться, ну, некрофильством или нет? Как по мне, я считаю, это важный вопрос. Ну, в том плане, что она же, ну, вроде и живое, ну, то есть оно не мертвое, но выглядит как мертвое. Как бы. Вот если бы вопрос стоял по типу, если ты займешься сексом с зомби, то тут как бы понятно, это некрофильство. Но тут прям конкретно, как будто бы, ну, двояко, непонятно. 50 на 50, ну как будто да. Такое. Довольно-таки неоднозначно, согласен. Что за огонь, Вера? Оно тут где-то еще почему. Это Вера. Не понял. Ну, как будто, да. Но просто я иногда вспоминаю некоторые диалоги из первого и второго Fallout. Там один гуль же дохера шутил по поводу своих конечностей. Ну, типа, у него рука отвалилась, и он такой говорит: не подадите мне руку. Типа. Да, руку помощи, да, там очень много такого. Каламбурил там стоял один такой забавный гуль.
Не подадите мне руку помощи. Понял, руку помощи. Типа там что-то угорает. Да. Душный ты тип, конечно. Забавно. Твой пошел нахуй! Пиздец, ебал, дремал. О, сколько можно, нахуй. Чё, прям рейв вечеринка, пацаны? Лазер так падает на них, классно. Это же Миш. Да. Мишка стал пеплом. Он как медведь, который зашел в машину и сгорел, но он подошел ко мне и сгорел. Хорошая попытка, ублюдок. Как я из этого палец вытащил? Склеил, наверное. Жалко это движок вот, ну, такой, ублюдский. Вот было бы прикольно, если бы я такой стреляю, да, из лазера. Он превращается в пепел. И дует ветерок, и он такой по ветру просто... Ну там пепел его улетает. Классно было бы. Такую типа технологию придумать. Такую прикольную фишку. Dust in the wind, да. Ладно, что он такой, расщепился и... Он сначала как бы как статуя праха, но потом... Блин, почему Гаусс не ваншотит? Хера, он быстро поехал. А, он живой, что ли? Не, ну Гаусс вообще полное говно. Я даже со скрытного режима стреляю. А. А может он должен не рассыпаться, это же лазер просто дырки оставил, как бы. Ну, кстати, да. Тоже было бы прикольно. Ну, как один из вариантов, типа, чё бы он, ну, типа, прям не сгорел, типа.
А представь, если чел в силовой броне, ты его настолько жестко шпаришь, ну, типа лазерной пушкой, что внутри силовой брони он просто, ну, как бы, ну, в жаркое превращается. А в первой части там, как с этим, тоже в залу превращались. Ну... А вот не помню. Прикол в том, что я как бы энергооружием вообще не пользовался. А когда применяли против меня, ну я просто как будто бы подыхал. Блин. Что-то я реально призадумался. Что, реально не было залы, что ли? Да не, была как будто бы. Или не было? Как дела, жители пустошей? С вами Тридок Найт. Вы слушаете новости Интересно. галактики. На случай, если вы А как так? забыли, Не вы помню вообще. слушаете новости Академия Рузвельта. галактики. О да, время новостей. Дорогие друзья, мальчишки и девчонки из Супермутанта? братства стали продолжают драться на светлой стороне. Недавно они выставили патрули в деловом центре. После того, как наши любимые мутанты стали чаще появляться там. Боюсь, без наших приятелей из братства вся столичная пустошь уже была бы захвачена грязными выродками. Так что, если встретите рыцаря или паладина, бойцов очень даже видимого фронта, спасающих ваши жизни, скажите им спасибо. Сраные Еще тараканы. лучше поделитесь патронами. До скорых встреч, с вами был Тридок Найт. Вы слушаете Ну, какие же тут натуральные тараканы. новости галактики, которая рассказывает правду, какой бы горькой она ни была. А теперь послушаем музыку. Бам-барам-пам. Let's go sunning. It's so good for you. Let's go sunning. Блин, он чуть не убил меня. Feel as free and happy as the day. Sun, your cares away. Pretty flowers, their supplies to everyone. Life's worth living when nature's giving happiness to everyone. So let's go. Шанин. Я же сейчас провайдер, кстати, поменял. На Ростелеком перешел. Ты такая тут галимый. Нахуй вырубил просто. Sun, your cares away. Be creative. Learn to live and play. Pretty flowers, Блин. Давай. supplies to everyone. Life's worth living when nature's giving Так. happiness to everyone. So let's go sunning. Купи и мне заодно. Кушай за меня. Одну шавуху.
Ректор. А, я же в универе нахожусь. А там одна грибная. Да пойдет. Интересно. Никогда, кстати, грибную шавуху не пробовал. Каково оно, интересно. Чует мое сердце, что если есть такую грибную шавуху внезапно, то как будто бы желудок испугается и жестко продрыщешься из-за этого. Ты что тут делаешь, мудак? Он рядом со мной 7 часов стоял. Хорошо. Давай. А то я заболтал тебя. Библиотека. Нормик. Нормиса меня назвал еще. Не такусик херов. А, и все? О, нет, все-таки что-то есть. Ремонтно-эвакуационная панель. Ага. Блин, здесь полно газа. Магнум Кал. Блин! Ты откуда взялся? Блин, вот это ему прям не понравилось. Лежать. Я Тридонай. Со всеми новостями и музыкой, которые могут выдержать ваши маленькие сердечки. А теперь Сурдачки. скажите мне, детишки, вы хотите Солсбери стейк 200-летней давности или сводку горячих новостей? Я так и думал, что новостей. Ну так получите. Всем известно, что Тридок Найт знает о многих сумасбродных делах, творящихся в столичной пустоши. Но вот это всех за пояс заткнет. Сообщают мне о том, что парочка придурков в карнавальных костюмах устраивает драчки за контроль над поселком по имени Кентербери.
Одному из этих идиотов помогают роботы, а на другой стороне сражаются жуки-мутанты. Изо дня в день повторяется одна и та же идиотская сцена, но силы равны и никто не может победить. Так что если ваши дела занесут вас в Кентер, будьте начеку и держите ствол наготове. До скорых встреч, с вами был Тридок Найт. Вы слушаете радио Зал искусств? Новости Галактики, который рассказывает правду, какой бы горькой она ни была. Вау. Жестко. Новости Галактики, который рассказывает правду, какой бы горькой она ни была. А теперь немного музыки. You'll think of me when you are all alone. Maybe the one who is waiting. Да ёпана. Правду, какой бы горькой она ни была. А теперь немного музыки. Жестко. Рассказывает правду, какой бы горькой она ни была. А теперь немного музыки. Блин, в мою сторону развернуться не мог. Бедняги. When you are all maybe then what will you do? Maybe Радио Анклава и ваш любимый ведущий. you'll sit and decide, wishing that I were. Блин, где-то там орёт, ходит. Maybe О, блядь! Я сколько раз испугался уже за это время вообще вот в этой игре, господи. Я так ни в одном хорроре не пугаюсь, по-моему. maybe you think of me when you are all alone. Maybe the one who is waiting for you will prove untrue. Then what will I do? Maybe you said inside, Типа театр. wishing that I were near. Then maybe you'll ask me to come back. Топор. I'll say maybe. Давайте пойдем отсюда. Двигаться будем уже по квесту. Я думаю, вообще бессмысленно. Тут особо приключений-то и не выйдет вообще в целом.
третьем Fallout. Ну как? Ну, как будто бы, конечно, иногда что-то случается, но по большей части. По большей части ты тут просто скучно бродишь по пустоши. О, ну как раз. Сейчас по пути туда и словим какого-нибудь сраное приключение. Так, давайте-ка Линкольна достанем, наверное. А. Ну, да еще всякие разные погодные аномалии поставить. Какой-нибудь огромный, сука, смерч, там радиоактивный. Всякое такое. Хотя это немного не по-фоллаутовски. Ну, точнее сказать, это вообще не по-фоллаутовски, но тем не менее. Каких-то таких погодных вещей как будто бы, ну, прям не хватает. Напрашиваются как будто такие вещи. Вот это попадание. Выглядит как место, в котором кто-то прячется. Особняком как-то вот так вот. Да, там кто-то есть точно. Ну или тут ловушек полно. Ну, подобной херней только райдеры занимаются. Да. А вот и они. Блин. Винтовка Линкольна. Прям хорош, хорош. Записи из укрепленного бункера посреди развалин Вашингтона. Жизнь прекрасна, не так? Вы слушаете рассказы о приключениях смельчака Герберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. Сегодняшний рассказ о побеге из Парадис. Поверьте мне, шеф, я одной левой этого рыботорговца уложу. Мигом. Опа. А теперь стой спокойно. Нормально. Айда Аргайл, айда сукин сын. Че это было вообще? Ты это видел? Жите благодарны. Я подумал, что за луч, какой-то человек растянут или супермутант. Пока охрана не смотрит на главные ворота. Ну и срань. Бывший товарищ, та О. девушка, с которой мы сюда попали. Блин, это прям Ее последняя надежда. фестиваль багов. Все бы ему дам. Ну ладно, ее заперли вон там. Они называют это карцером. Сперва снимем того охранника. Предоставьте это мне. Эй, приятель, закурить не найдешь?
Лотос, я! Ух! Ха-ха! А теперь дверь. Как два пальца, шеф. Ну вот, леди, вы спасены, а теперь выходите. Что за... Шеф, тут пусто. Руки вверх, придурки. Без Владислав никому не уйти. А теперь шагом марш назад в бараки. Тихонечко и без резких движений. Брось оружие, поганый работорговец. Погоди-ка. Тут же музыка есть у меня? А нет. О, блин. Другое дело. Семейный архив Кеплеров. Совсем забыл про музыку. Сорян, ребят. Разведброня. Так, очень сложный шкаф. Так винтовка Линкольна 44-ми стреляет магнум патронами. Блин, то-то он такой мощный. Винтовка Виктория. Так. Это выглядит многообещающе. Но урон маленький для такого калибра. На самом деле. Блин, все у меня какие-то именные пушки. Блин, гаусс полное говно, если честно. Скинуть бы его куда-нибудь. Так, давайте избавлюсь от пистолета с глушителем пока что. Так, давайте плавильщик отремонтируем. Распиловщик, мучитель. О. Найс. Так, а что заметки? Запись завод. Ральфи, сынок, это папа. Мы без тебя не можем попасть в убежище. Тащи сюда свою задницу и поживее. Моя четверка без тебя ничего не значит, сын. Мари, ты знаешь о боях на арене завода? Первая драка там случилась. Шел всегда от того, что вытаскивают из груды обломков. Сперва я думала, что это мои братья пришли мне на помощь. Но нет. Забавно. Эта мародерша пыталась заполучить мою броню. Ей она не даст знаний, полученных в братстве. Это Ашура? Положить основы было очень просто, и мы начали строить город. Я только что аудиокнигу чуть было не сказал Озона, но Ашура послушал. Мне, кстати, гулять по пустошам и слушать аудиокнигу Озона было бы прикольно, мне кажется. А может как-нибудь потом. Класс. Не, ну хорошая снайперка. Наконец-то достойное оружие.
Вообще не понимаю, иногда не регает. Так, подходим к убежищу 87. Мы ищем ГЭК, насколько я помню. Ха. А тут прям так Little Lamp Light. Лол. Там супермутант бежал за Брамином. Не регает опять. Не регает. Ну, прикольно вообще. Дети. А ну стой, мистер. Еще один шаг, и я, блин, тебе башку нахер отстрелю. Эй, постой, друг. У меня нет друзей среди больших. Ты мне не друг. Лучше иди своей дорогой. Мне очень нужно попасть в убежище 87. Ты знаешь дорогу? Там опасно, даже для такого храбреца, как ты. Там чудища живут. Так ты знаешь дорогу, да? Конечно. Но она идет через Little Lamplight. А в Little Lamplight я тебя не пущу. Ищи другую дорогу, дылда. Из-за меня ваши друзья спаслись. Могу я войти? А, я их там из этого... Из Спрингфилда или откуда там я спас их, короче. Что-то такое было. Думаю, ты вполне себе ничего, дылда. Можешь войти, но лучше меня не доставай. Дильда, дильда. Фига себе. Прошу прощения. С днем рождения, Липучка. Извини, я пропустил праздник. А, то есть тут все дети, да? Мне очень жаль. А что за тупость? Прошу прощения. Мэр Макриди. Как тебе Пора жизнь в уходить. Ламплайте? Ты знаешь правила. Кажется, кашляю. Но Ты все будет теперь нормально. дылда. Ты должен уйти. Ладно. Может, я еще Увидимся. ненадолго останусь. Пока. Пока, Липучка. Ага. Ты у меня Пока, смотри. липучка. Ну хватит. Ух ты! Что за пиздец? О, меня зовут Липучка. Забудь про этих детишек. Я отведу тебя в большой город, где живут дылды. То есть взрослые. Как раз сам туда. иду. Бедняга. То есть они такие... Блин, а как вообще? Я не понимаю. Откуда здесь новые дети появляются? Они ж не, ну... Не размножаются, я так сказать. Типа, надеюсь. Че за бред вообще? Блин, максимально отвратительное место, если честно, вообще не понимаю смысл существования этого места. По-моему, тебе просто нужен кто-то, кто доведет тебя до большого города. Да нет, конечно, я же уже взрослый. Могу и сам справиться. Зачем терять время с малышней в Little Lamplight? И еще того и гляди, все крышки утащат, чуть отвернешься. Так что давай, пошли в большой город, я покажу дорогу. Так. Ладно, отведу тебя в большой город, но сначала я все-таки загляну в Little Lamplight. Меня в Little Lamplight больше не пускают. Там живут только те, кому не исполнилось 16 лет. Так что, как закончишь возиться с малышами, вместе в большой город. Я тебя снаружи подожду.
Хватит уже стоять, иди отсюда. Эй, В Оу, чем дело? вон Эй, отсюда что тут выскочка. происходит? Что смешного? Тихоньки-хахоньки, как обычно. Ладно, ага, пока-пока. Увидимся. Капец, В чем они так дело? токсичные. Блин, они просто выгнали. Да он даже не выглядит на 16, я бы так сказал. Он выглядит, ну, на 30. Успешно очень долгое время, типа, скрывал свой возраст. Прошу прощения. Спотыкушка! Прошу про... Ух ты, ну и рост. Выше тебя тут никого нет. Поехали! Она самая маленькая. Меня на самом деле зовут Бетти, но все зовут Спотыкушка. Как тебя звать, большая дылда? Иногда люди зовут меня жителем убежища. Приятно познакомиться. Приятно познакомиться. Ты из убежища? Говорят, там внизу чудовище. Эклер как-то рассказал мне о них. Они схватили его и укусили прямо за лицо. Вот почему у него один глаз. Но ты вроде не выглядишь как Эклер. чудовище. И вряд ли кусаешь кого-то за лицо. Ты смахиваешь скорее на милого жителя убежища. Почему тебя прозвали Спотыкушкой? Это просто имя, понятно? И не моя вина, что я обо все спотыкаюсь. Люси говорит, мне еще расти и расти. Спотыкушка. Ты знаешь дорогу до убежища? Мы туда не ходим, там плохо. Спроси мэра, если хочешь больше знать. Что ты знаешь об убежище? Не знаю, что это такое, мистер. Ну все, давай. Пока, житель убежища. На исходим. Спотыкушка. Спотыкушка. Ты из новеньких, и, судя по возрасту, не из местных. Ты кто? Мне удалось спасти тех пойманных детей. Я герой дня. Тебе удалось спасти Пенни, Сэмми и Бельчонка. Выходит, ты и правда герой. Спасибо. Меня зовут Люси, и я тут всеобщая мамочка. Это значит, что я днями напролет целую болячки, чтоб зажили. Так что если поцарапаешься или божешься, или если тебя подстрелят, подрежут или облучат, приходи ко мне, я помогу, чем смогу. Ну и говно. Она типа поцелует. Да Господи. запросто. О, какая Что, мерзость. кулак за тебя не сделать? Тебе повезло, что ты из наших. Иначе я бы тебя как липку ободрала. И как только ты умудряешься получать такие ранения? В смысле, она, блядь, меня вылечила? Как новенькие. Блин, я надеюсь, она меня не целовала. Я надеюсь, я не был ранен в пах. Так, В чем дело? побрякушка. Новичок в городе, да? Что ж, если Макриди тебя впустил, это добрый знак. Я побрякушка. Поддерживаю тут боевой дух. По крайней мере, скучать не даю. Так ты вообще кто? От тебя будут проблемы? Я герой, мне удалось спасти твоих друзей от работорговцев. Ну как круто. Конечно. Кстати, а с тобой случайно ничего еще не вернулось, а? Истории, шутки, уроки для местных детишек. Я побрякушка. Я поддерживаю в ребятах боевой дух. Если вспомнишь анекдот, сразу брякни его мне. Поддерживаешь боевой дух, это как? Ну, формально я тут патрулирую и Она обеспечиваю типа мир. полицейский. Обычно это означает следить за тем, чтобы все были довольны и никто не встревал в неприятности. Понимаешь, сложно должным образом обеспечивать мир, если уже потерял его. Так что бряк, шутки, хочешь послушать? Давай. Сейчас развеселю. Тук-тук. Кто там? Ной. Не выдумать новый анекдот или историю. О, у нас много смешных историй. Например, когда Сэмми пристрелил рейдера, который решил, что он девочка.
Но сюда доходит мало слухов с поверхности. Поисковые отряды все время прячутся, так что они узнают мало новостей, понимаешь? А мне бы очень хотелось услышать новые рассказы о большой таинственной земле наверху. Так что если узнаешь что забавное, ты сразу мне рассказывай. Есть история. Правда? Расскажи мне ее. Недавно меня бросил отец. Мне пришлось оставить позади скучную жизнь безопасности и отправиться на пустошь в поисках славы и приключений. Недавно меня бросил отец. Мне пришлось отправиться на его поиски. Ну, так ты, значит, как рассеянный клерк? Папочку ищешь? Ха, ладно, так что дальше? Наконец-то удалось найти отца, но потом он погиб, защищая меня и работу всей своей жизни. Ого, чертовски неудачно вышло. В смысле, я хотела сказать, что очень сочувствую твоей потере. Ладно, так что дальше? У него даже эмоция грусть как будто бы была. Больше ничего, пока рассказать не могу, я работаю над концовкой. Да, это правильно. Так, давай-ка я другую историю попробую рассказать. Мои истории, мое личное дело. Блин, что за хуйня? Ладно. Эй! Стейси. Mayor said to let you in alive, but he didn't say you had to stay that way. Стейси из Англии. Watch your step, Mungo. Что ж, приятно, что из-за недоразумения не случилось кровопролития. Я только-только в городе, ты мне уже угрожаешь. Не очень-то теплый прием. Я не угрожаю чужакам, я в них стреляю. Но раз мы больше друг другу не чужие, это не проблема, верно? Я Стейси, охраняю главные ворота. Если тебе надо войти или выйти, это ко мне. А кроме тебя главного ворота никто не охраняет? Раньше у нас тут было 2 охранника. Я и Кепка, девчонка постарше. Но после последнего набега рейдеров остался один я. Я очень скучаю по Кепке. Это ее кепка, да, значит? Кепка заботилась обо мне. А я и шляпы в коллекцию находил. Вот почему ее прозвали Кепка. Понимаешь? Когда-то давно я с ней главные ворота охранял. Ей нравилось со мной. Ей нравились мои шутки. Думаю, я сам ей тоже нравился. Когда последний раз напали рейдеры, она не выжила. Да, я понял уже. Такова жизнь. Нет, жизнь совсем не такая. А теперь хватит отвлекать меня от работы. Посмотри. В чем дело? Сувениры. Еда. Охереть, тут влажно, походу. Большой зал. Эй! Угу. Угу. Понимаю. Блин, ща это питав застрелю.
Эй, Здорово. Так. Ракетка. Железнодорожная винтовка. На терминал не поступает питание. Блин, как по мне, он вообще очень даже рабочий. Слушай, я в город всех подряд вонючек не пускаю. Нихуя. Тебя только в качестве исключения. Так что добро пожаловать в мой город. По крайней мере, пока ты не ебаешься. А если будешь ебаться, получишь подник и марш наружу. Нахуй. Блин, какой прекрасный прием для героя. Ай-яй-яй, ты просто большой ребенок. Но ты дылда, а я дылд не люблю. Хочешь в компанию? Иди заплати дылдам, чтобы с тобой дружили. И пусть они рассказывают, какая ты большая цаца. Ясно? И как вы поддерживаете организацию? Организацию? Да какая тут вообще, блин, организация? Анархия в чистом виде. И, блин, лучше вообще не придумать. Мы тут, блин, все не поместимся. Так что рано или поздно всем, блин, придется уходить. А там снаружи полная хуйня и безнадега. Полная хуйня. Пока мы здесь, и какой-нибудь так вроде меня порвет, чтобы у всех остальных не лопнуло. Как тебе удалось это главное? Да все просто, блин. Каждый, блин, малыш, блин, может сказать, что хочет стать мэром. Просто мало кто хочет париться. Мэр управляет, пока остальным он не надоест. Тогда приходит новый мэр и дает им пи***ы. Один продержался 5 минут. А вот я целых 3 года. Для многих малышей это значит, блин, что я, блин, пожизненный мэр. Меня устраивает.
Рано или поздно все уходят. Люди меняются, когда они вырастают, а дылдам доверять нельзя. Когда возраст поджимает, мы уходим в большой город. А новые По дети крайней откуда мере, берутся? так учат Что жестко. за бред? Но на самом деле у нас просто не хватает места и еды на всех. Так что приходится выгонять некоторых, чтобы город выжил. И это, мать его, очень тяжелый выбор, но иначе не выжить. Самое время. Как их зовут? Я МакКриди. Я главный в Литл Лэмплайте, потому что меня выбрали мэром. И я не люблю чужаков. И дылд. Я что, похож на бесплатного гида? Ладно, увидимся. Шкильник. Прошу прощения. Пока-пока. Прошу прощения. В чем дело? Эй, вот здорово. Еды и так мало, а RJ еще новеньких пускает. Ладно, если ты не будешь вонять про то, что я жрачку готовить не умею, проблем не будет. Ну скажи, что ты думаешь о пещерной плесени в водянистом грибном соусе? Я же лучше всем бутерброд с броминским навозом без хлеба. Это правильно. С учетом того, что мы тут обычно едим, от такого многие не отказались бы. Будь у нас тут брамин, конечно. Слушай, меня зовут Эклер, только не смейся. Я тут главный повар. У нас мало чего есть, но я из кожи вон лезу, чтобы сделать это съедобным. Если захочешь поесть, приходи ко мне. Никогда не поверишь, что ешь обычную пещерную плесень. Приятного аппетита! Так у него есть. Где вы находите еду? Честно, когда мы не можем ничего добыть снаружи, мы соскребаем всякую дрянь со стен и снимаем с воды. Нет, правда. В основном мы питаемся плесенью, которая растет в этих пещерах. Не так уж и мерзко, когда привыкаешь, а особого выбора у нас нет. По крайней мере, она весьма сытная, так что много нам съедать не приходится. Но, боже мой, какой у нее ужасный вкус. Как растет плесень? Говорят, плесень растет в бассейнах, куда первые лэмплайтеры сваливали дылд. Самая большая польза, которую они принесли. Не знаю, правда ли это, но временами поисковые отряды возвращаются с этим странным мясом, которое на вкус ужасное, но грибку нравится. Не знаю, где они находят мясо, но если бы тебе удалось принести немного, я бы с радостью обменял его на плесень. Конечно, с разрешения МакКриди. Откуда берет плесень? Очень сложно найти ее, и я не слышал, чтобы она росла в других пещерах. Не знаю, почему она тут растет, но без нее мы бы не выжили. Думаешь, грибы на деревьях растут? Нет, они растут в пещерах. Это побрякушка однажды сказала, а теперь навсегда в голове застряла. Она тут просто сама растет. Все, что остается делать, это собирать ее и готовить. Я по большей части пытаюсь только вонь отбить. Конечно. Нет, кличка у меня не потому, что я располнел от крема, если ты об этом спрашиваешь. Когда-то, когда я был в поисковом отряде, я нашел несколько страниц старой поваренной книги. Иногда я пробую готовить по этим рецептам. Заруби себе на носу. Никогда не пытайся приготовить эклер из пещерной плесени. Вкус останется с тобой навсегда. И совсем не в хорошем смысле этого слова. Самое время, блин.
эта плесень не становится вкуснее. О, я уж подумал, я Прошу утонул. прощения. Ух ты, как здорово вернуться. Если бы не ты, мы бы там померли, наверное. Так что спасибо за помощь. Я всем скажу, что ты самый настоящий малыш. Малыш. Мне нравится думать, что это благодаря моей любознательной и очаровательной сущности и, конечно, моей природной хватке. Но побрякушка говорит, это потому, что от меня голова трещит, как грецкий орех. Догадайся, кто из нас прав. Эй! Ты у меня смотри. Туалет. Блин, каких-то взрослых убили. Новичок в городе, да? Если Макриди тебя впустил, значит есть за что. Ладно, довольно формальностей. Кто ты и как тебе удалось уговорить Макриди? Это неплохо, конечно. Здорово, что они вернулись. Кстати, а с тобой случайно ничего еще не вернулось, а? Механизмы, снаряжение, безделушки. Кстати говоря, я барахольщик, я тут лавку держу. Если хочешь поторговать, приходи в сувенирную лавку и поговорим. Да запросто, приятель. Особые условия для малышей. Малыши. Заходи как-нибудь, никогда не знаешь, когда у меня... Ты у меня смотри. Ты у меня смотри. Принцесса. Эй, новенький, может тебе уже сказали, но давай объясню раз и навсегда. Я принцесса. Пока ты рядом, ты слушаешь меня. Ты затыкаешь рот и делаешь все, что я говорю, потому что я тут главная. Ясно тебе? Ну кто ты вообще? Ты что, пытаешься им приказывать? Как мило, принцессочка, да? Лучше бы тебе меня слушать по-хорошему, иначе мой добрый приятель RJ вышвырнет тебя из города. Или еще лучше запрет в убежище. Так что не доводи меня, новичок. Кивай и исполняй, и все у нас будет хорошо. Да.
что хочет открыть дверь. Тогда я иду и помогаю, потому что у меня хорошо получается. Ее только вдвоем и откроешь. Но только мэр может сказать, что можно. Ты поговори с ним, а потом я ему помогу дверь открывать. Да сука, почему нельзя сразу открыть? Сразу, блядь, поговорить об этом. О, смотри. Да блин. Господи, мне реально искать этого, ёб твою мать. Мэра. Ё-моё. Это мерзко. Эй! Ты у меня смотри. Ладно, проходи. Чтоб ничего такого, ясно? А то я... Хорошо. Мне много доводилось слышать о плесне вашей пещеры, и я хочу заключить сделку. Да, ручаюсь, тебе уже все уши прожужжали о плесени в моей пещере. Ну да, пещерный грибок, конечно. Еда и лекарства. Та самая главная причина, по которой мы тут все выжили. Так что, хочешь кусочек этого серо-зеленого золота, а? Думаю, мы можем договориться. Что ты предлагаешь? Что ж, это значительно облегчит работу нашим поисковым отрядам. И раз тебя уже приняли в семью, вот что я предлагаю. За каждый кусок странного мяса или бафаута, который ты принесешь, получишь брикет плесени. Отличная сделка. Поговори с Эклером о странном мясе. Или с Люси про бафаут. Они знают, как их использовать. Блин, реально? Имбирь. Блин, я что-то собаку убил. Бандит. Прошу прощения. Эй! В чем дело? Прошу прощения. Мне спокойнее. Так и есть. Особенно, чтобы выводить небольшие дозы радиации, которые... Но это не спасает от рахита, которым болеют самые младшие. Хочешь верь, хочешь нет, но я могу приготовить от него лекарство из экстракта бафаута. На самом деле, если ты уговоришь Макриди... Да сука, что сделать-то надо?
Блин, и как выбраться отсюда? Ты чат починишь или тебе без зрителей запись? Чё, реально? Блять, вы писали, что ли? Охуеть, вы там давно сидите прям. Привет, енот. Да, решил додушить. Бля. Ну, зато забайтил на донат. Бля, какая ж хуйня, боже. Спасибо за 100 гудзов. Так. Угу. Ща. Проверка. О. Последний донат звучит грустно. Да. Так. Да, я провайдера сменил. Но вот эти вот как будто бы разрывы связи все еще есть. А мне ничего не показывают. Им все показывают, я показываю. Здорово, Годзона. Здорово, рад видеть. Не выспался. Да не, очень даже выспался. Проснулся на полу, блядь. Здесь же вот. Так. В час проснулся. Да не. Хрюкал микрофон. Прошу прощения. Храпел, что ли? Прошу прощения. Забавно. Не помню, чтоб ты стримил вчера. Да не, мы вместе с Димоном по Дискорду общались. Димон! Хочешь сбыть что-нибудь по-быстрому? Возвращайся! Бежим! Ты не стоил этого! Каждый за себя! Блин, да. Это жестко. О, там не полторашка. Там куда больше. Смотрите, Как она тебе? Да, блять. Открой, сука, двери, нахуй. мы туда не ходим. Там Бля, просто я в ахуе. Как попасть туда вообще, блять? Мега тупое место, просто я ебал. Типа это еще и сюжетное место, блин. То есть ты обязательно сюда попадаешь. Вот Ты у такие меня вот. смотри! Ух ты, ну и роста в тебе! Ты выше большинства местных! Крот, Ну, в смысле, блядь. большинства местных, Квадроберна. которых мы не перестреляли за то, что они косят под местных.
Так как тебе удалось оказаться здесь и не попасть под пулю? Мне надо в тебя стрелять? Потому что, знаешь, мне бы не хотелось, но если надо, то ладно. Мне не надо стрелять. Считай, я ребенок такой большой. Это хорошо. И мне нравится, когда я с пушкой по городу хожу, так что я ее сдал. То есть пришлось бы за ней бегать, если что. Меня зовут Зип. Не думаю, что это сокращение, потому что я понятия не имею от чего. Зиперик? Зиптоломей? Так что да, приятно познакомиться, большой малыш. Может, у тебя и большие малышовые штуковины сверху есть? Да, не только сверху, но и снизу. Пожалуйста. Ты говорил, что хочешь ядерколу? Да, и у меня есть барахло на обмен. Но если у тебя нет ядерки, ничего не получишь. Ни за что. Что ты знаешь об убежище? Да, я знаю это место. Ага, там чудища живут. Большие и страшные чудища. И их там много, целая куча. Ты что, туда идешь? А, ты их всех поубиваешь. Спорим, что да. Это будет так круто, если они только тебе рожу не сожрут. Они так делают, знаешь ли. Почему Зип? Или почему у меня вообще кличка? Ну, в смысле, почему меня не зовут просто Рики, или Янси, или Юстас Пи Вондербенгер III? В смысле, говорят, это потому что я очень быстрый, но это глупость, потому что я не думаю, что я такой уж быстрый. Это все остальные тормоза. Думаю, это одна из тех тайн, ответы на которые никто никогда не найдет. Вроде того, как люди делают пузырьки в ядерколе. Кстати, ядеркола не найдется? Да завтра. Я заебанный пиздец. Блять, сорян, во мне полицейский проснулся, пиздец, ёп, блять, ну, не хотел. Да прошу прощения! Вот гадство, это безнадежно. Хулиган. Эй! Каждый месяц, да. Блин, как же хочется пристрелить собаку. Не знаю. Через 3 дня сталкер уже. Отпуск только после смерти. А смерть только строго по согласованию с начальством. Это я изобразил, ну, типа, начальника в очках, который тут такие слова говорит. Ну и молодцы эти индусы. Привет! Ну и слава богу, Привет! что мы живем в России, а не в Индии. Это прекрасная мысль. Забирай и удачи тебе. Лазерное узье? Нихуя себе, лазерное узье? Лазерное узье? Нифига себе, лазерное. Лазерное узье. Я просто взял у ребенка лазерное узье. Сука, где тут ебаный мер, нахуй? И снова здорово. О, вернулся шаурмой. Да, в Алисе был хороший работник, живой работник, плохой работник, четвертый работник. Россия страна возможностей, ёпт. Сначала на зоне в Сталкере, а потом в России. Да. Прошу прощения. Извини. У меня лазерное узье. Прошу прощения. Блин, круги наматывает просто.
Так, сука, где мэр? Мэр. Можем поговорить? Кажется, я вижу что-то необычное. Новенький в Little Lamplight. Блин. Ростом ты повыше наших, но так вроде ничего. Я его Что лица тебя не сюда вижу. привело? Как его? Я, короче, глянул фильм сегодня. Называется «Я расист?» с вопросом. Или «Вы расист?» Что-то так. Прикольное кино. Забавное. Прошу прощения. Там чел угорает над либерахами и левыми. И как бы весь фильм, ну, построен на этом. Он, короче, там реально смог дослужиться до какого-то эксперта инклюзивности и что-то в этом роде. И он стал за деньги людям говорить, что они расисты. Типа, ну, это проект как Барат, но чел, типа, такой, ну, нормальный. И говорит, типа, всякие разные приколы. Кажется, какой-то комик, то ли что? Страшный ребенок, да. Звучит прикольно, да. Он на Рутюбе есть бесплатно. Ща найду, скину ссылку. Забавная херня, я угорал. Ржал как конь местами. Ха-ха, тупые американцы. Ну типа такого. А так они, да, ебать они там друг друга душат, я вам скажу. Вот именно по этой теме, типа по теме инклюзивности, всякой такой хуйни, там, типа, вот, на тему расизма, короче, там вообще, бля, караул, реально. Они так жестко друг друга душат, что вообще охуеть можно. Там, короче, один очень забавный момент есть, короче. Там просто пиздец. Там, короче, он такой ведет лекцию о расизме и о том, что мы все белые, мы должны как бы отринуть свою вот эту вот как бы белость и все такое. И там лекция идет типа по теме 9 шагах принятия себя как расиста или что-то в этом роде. И 9 шагу он, короче, типа там, короче, ну это как презентация, там экран еще стоит такой. И там чел такой стоит с этой, как его, с плетью, короче, себе спину типа хлещет, короче. И он достает ящик с плетками и говорит, типа, на, вот, держите, ребята. Начал их всех раздавать, короче. И там же один чел такой встает и говорит, да ну нахуй. Это край. И уходит просто. А там до этого еще охуенные приколы были, короче. Но он такой, типа, говорит, ну, мы должны себя наказывать, потому что он белый, и что-то в этом роде. И просто... Ну, это вообще пиздец. Самое забавное, что 2 человека только встало и ушло, а остальные были готовы себя захуярить, ну, этими плетками. Вообще бред. Такой пиздец. Такой пиздец. Ну не то, что довели до кринжа, это абсурд просто ебейший. Спасибо за... Так что... Ты можешь добраться... Но если хочешь взглянуть... Мне приходи...
А там смешано. Некоторые сцены, то есть художественные, а большинство там реально чел просто, типа, над реальными людьми угорает. А-ля Барата. То есть там есть одна, типа... Ну, короче, там женщина, видимо, не в курсе была вообще, типа, что происходит. Она какой-то очень известный автор какого-то очень такого... очень прогрессивной книжки про превосходство белых и всякое такое. Там, короче, про расизм, короче, книжка. Короче, мега пиздец. И она... Там есть одна охуенная сцена. Я даже вам покажу сейчас. Короче, там пиздец смешная сцена есть. Как он угорает над этой женщиной. Я дико угорел с этого типа момента. Смотри обзоры и трансляции с королевских гонок на Рутью в сети кинотеатров Каро. Угу. Так, ща. Значительно превышает. Да, вот этот момент. Хорошо. Бен, ты не мог бы подойти и присоединиться к нам ненадолго, если можешь? Конечно. Его зовут Бен? Да, это Бен, он продюсер фильма. Бен. И я подумал, что это прекрасная возможность поговорить напрямую с Его человеком зовут Бен. с другим цветом кожи и столкнуться с нашим расизмом, а также извиниться за превосходство белого мироустройства, которое угнетает Бена. Может быть, тогда вы начнете? Ну, от себя и от всех моих белых собратьев я приношу извинения. Дело не в тебе, дело во всех нас. Пока я жива, я буду делать все, что в моих силах, чтобы с этим бороться. Я хочу выплатить тебе репарации прямо сейчас. Вот это началось. А, короче, ну... Это его друган просто, короче, Бен. И он его, ну, представил как этого... Как продюсера, режиссера этого фильма. Ну, короче, она не до конца понимала, видимо, в чем участвует. Ну, короче, пиздец. Но он, возможно, и режиссер, и продюсер, но это, короче, очень угарно. Сейчас тема начнется. Ну, от себя и от всех моих белых собратьев я приношу извинения. Дело не в тебе, дело во всех нас. Пока я жива, я буду делать все. У него просто весь мир в голове рушит. Достаточно, чтобы... Нихуя не понимает, что происходит. Это то, что я ценю тот факт, что ты прикладываешь усилия. Знаешь, я думаю, ты прав. Я не думаю, что это когда-нибудь закончится, но я думаю, сегодня мы добились небольшого прогресса в этом вопросе. Может быть, думаю, я отдаю тебе, что у меня есть. Да, бля. Ну, вроде бы... Остальные платформы-то работают? Или нет? Ага. Чё, вы тут? Охуительно просто. Все продолжается. Скажусь. Хорошо, я не знаю. 20? Ну, это все, что у меня есть. Я знаю, что это не
Это не компенсирует 400 лет угнетений, но все, что у меня есть, я отдаю тебе. Я бы отдал тебе и больше, но сейчас у меня нет. Я не знаю, будет ли этого достаточно, чтобы... Но что я точно могу сказать, так это то, что я ценю тот факт, что ты прикладываешь усилия. Знаешь, я думаю, ты прав. Я не думаю, что это когда-нибудь закончится, но я думаю, сегодня мы добились небольшого прогресса в этом вопросе. Может быть, вы хотели бы выплатить? Это было странно Смеется сейчас. еще. Почему это было странно? Я не знаю, мне это показалось очень странным. Почему? Ну, просто ты достал кошелек, и я не знаю, это... Мне кажется, репарация — это как системная штука. Нужен особый подход. Я имею в виду, что, возможно, есть люди, которые обиделись бы на такое, но... На систему я действую как индивидуум. У меня есть наличка с собой, чтобы... Если для вас это как-то... Нет, мне не сложно. Если тебя это устроит, конечно же. Конечно. Ну и прекрасно. Если Ну, очевидно. мы то можем... Бля, что-то вообще не уж. Bitte? Mann hoch. Hoch. Сами? Или мы просто будем сидеть и ждать, пока система сделает все за нас? Да, это же связано, правда? Да, но ведь я могу сделать это здесь и сейчас. Почему мне этого не сделать? Да, ты это сделал, и он принял это. Блин, Просто нет, мне прям кажется, что пиздец не какой-то в голове системный подход. происходит. Это просто показалось... Конечно, нет. Я не полагаюсь на систему. Я действую как индивидуум. Такая, типа, чё нахуй? У меня есть наличка с собой, чтобы... Если для вас это как-то... И в итоге она, Мне типа, не сейчас сложно. деньги даст, нахуй. Если тебя это устроит, конечно же. Конечно. Ну и прекрасно. Блять, какая же хуйня, блядь. Это все наличные, что у меня есть. Ну, знаете... Я особенно не пользуюсь наличкой. Спасибо. Пожалуйста. Это было очень сильно. Это поступок. Спасибо за то, что принял эти деньги. Напоследок, книгу мою подпишите, если не сложно? Конечно. Обязательно.
Хотя вот реально такое ощущение, что какой-то хуесос что-то делает с коммутатором нахуй интернета. Ну а как иначе это объяснить? Просто уже второй провайдером поясняет эту тему, как, ну, то, что... Ну, я не знаю даже. У всех все заебись и так далее. Ну, то есть коммутатор работает, провода в порядке. И сразу, ну, как бы, ну, напрашивается вывод, что, скорее всего, какая-то хуйня творится там снаружи. Не ожидал. М.
Блять, опять? Нет, нихуя. Все работает. Да. Ну, я не знаю, в чем дело. Разрывы связи все еще как бы есть, и надо думать, в чем дело. Оригинальный гэг. Да, блядь. Шесть. Мне прям везет с этим числом. Три шестер. Что это за маленький туалет? Тут реально что, дети жили, что ли? Херня какая-то. Вот и все. Вау. Да. Он меня не видит. Медицинские записи. Может ли спрей для носа быть с аллергенами? Ну, вообще... Наверное, да. Дозу в правую ноздрю. Ну, блин. Ну, я всегда читаю инструкцию любого лекарства. Потому что лекарство это не хухры-мухры. Это прям надо. Не, ну не знаю, я вот вообще, ну, как бы... Ну ты спросила, конечно, типа,
Я не врач вообще. Вот если бы... Ну, я могу максимум сказать, типа, если зудит, значит лечит. А так, без понятия, без понятия. Сейчас подойду. Чё-то побочки, да. Так. О. Вот это я попал. Внимание сотрудников медицинского архива. Всякий резидент убежища, чья смерть зафиксирована спецотделом ЭЭП в архивах, должен быть помечен как умерший по необъяснимой или неопределенной причине. Круто ты попал на ТВ. Да. Вау. Как много мертвых людей.
Лопатка. Неудачный эксперимент. Интересно. Вот. В рэк как раз таки испытывали. Контейнеры в рэк пустые. Бля, еблан. Чё так напрягает меня, блин, порой. Вообще хереть можно. Еще один такой. А все остальные живчики, типа, неудавшиеся эксперименты. И... Ну да, типа, они молодцы. Так, терминал главного врача. Последнее испытание в рамках эволюционно-экспериментальной программы ЭЭП демонстрирует обнадеживающие результаты уже после однократно... То есть все те люди, которые были мертвы по необъяснимым причинам, это, получается, люди, над которыми проводили испытания в РЭ. Ну, это очень похоже на то, что делали Анклав во второй части Fallout. Они же вот над дикарями и над жителями одного из убежищ проводили опыты. Такие же. Лишенных полусуществ. 3 женщин превратили небинарных людей. Верхняя часть тела стала более массивной, а мускулатура сродни мужской. Да ладно! То есть все супермутанты... Они таким образом объясняют, почему все супермутанты так выглядят. Типа, ну... Почему среди супермутантов нет женщин? Они все просто вот тупо вот так превращаются. Здорово, бай. Привет, Пивпивыч. Он в курсе. Да. Прикинь. То есть, если я вдруг увижу, что супермутант ебется с супермутантом, это, скорее всего, ну... Нормально? Возможно, это даже, ну, как бы, не геи супермутанты, а натуралы. Да, это не гейство, получается. И опять я уперся в ту же самую проклятую стену. На 14-й день наши подопытных пали в буйство. Сильные вспышки ярости. Ну... Конечно. Прикиньте. Ты вдруг такой, ну... Человек! О. Прошу тебя, поговори со мной. Я Ну, в комнате слева от тебя. говорю. Ключи от такого окна. Или глаза меня не обманывают, или обманывает рассудок.
Да, я. Да, я. Да, я человек. Но ты кто? Тебе есть дело до того, кто я? Прости, но я не привык к любезности. Я больше привык стонать от побоев. Меня зовут Фокс. Оу. Я прожил в этой клетке всю жизнь. На лису он не похож. Забавно, что остальные считают тебя мутантом среди им подобных. Да, это и впрямь забавно. Прости мое удивление, но я не ожидал встретить кого-то настолько сведущего в таких вещах. Это приятная перемена. Думаю, не стоит удивляться. Это было только делом времени, пока кто-нибудь вроде тебя придет сюда в поисках Гека. Ну, очевидно, ты все знаешь о Геке, так что давай поможем друг другу. Воистину, твои способности к логическим умозаключениям весьма впечатляют. Я и правда знаю, где сие находится и как его добыть. Прибор сей окружен смертоносным полем радиации, смертоносным для людей. Не желая наносить оскорбление твоему разуму, скажу лишь, что ты поймешь, к чему я клоню. А, и как тебя выпустить? В конце коридора по правую руку от тебя находится служебное помещение. Внутри ты найдешь пожарную консоль медицинского отсека. Ну да. Отключи на ней сигнализацию. Заиграет другими красками. Но должен предостеречь тебя. О. Когда ты это сделаешь, сработает аварийный выключатель. И все палаты в медицинском отсеке откроются. Ага. Ну, что скажешь? Справишься ли? Да, let's go. Я рад, что встретил благоразумного человека. Теперь же выпусти меня отсюда. Я не в силах дольше терпеть заточение. Ай. Майкл Джей Фокс представляет. Так. О. 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 Блин. Техническое обслуживание. А, там всякие рейдеры валяются. Прикол. Человек. Блин! Лежать. Туда же. Чё, долбоёб? Сид.
Подлинная свобода. Я не смогу достойно отблагодарить тебя за этот дар. Он прям житель же этого убежища. На нем порванный комбинезон. Прикольно. И в реальности он куда слаще, чем в мечтах. Теперь моя очередь выполнить уговор. Следуй за мной. Ну погнали. А где он срал? А, есть унитаз. О, ебать. Да ёбаный рот! Мое отмщение. Блин, как же сильно не хватает пулемета Гатлинга. Лазерного. Блин, аккуратно. Да еб... Не-не-не-не. Да охуеть. Ради этого я сломал заколки. Твоя смерть. Мое отмщение. Ему меня убить. Здесь. За этой дверью покои и коридоры переполнены радиацией. Я возьму чемоданчик и принесу его сюда. Будь начеку. Многие из моих обиженных умом братьев могут Обиженных умом. навести на нас. Окей, да. Сорок 48 радиаций. Ебать.
Мгм. Вот Гек. Как и обещано. Вот Гек. Надеюсь, он стоит этого. Что ж, опасаюсь, здесь наши пути расходятся. Я найду путь наружу. Не беспокойся. Быть может, мы снова встретимся где-нибудь на пустоши. Да в чем дело? Прости, но боюсь, супермутанту в тех местах, где ты часто бываешь, не обрадуются. Я лишь привлеку к тебе ненужное внимание. Какой разумный. Даже по меркам человеческим. Чего? Ой, да ладно. Очередное сюжетное «мы тебя поймали». Молодец, солдат. Доставь Гек на борт моего винтокрыла. Точно, сэр. Я сейчас же пришлю сюда техников, чтобы это унесли. Он точно не Сократил своего размера. Так точно, сэр. Он скоро вырубится. Вот. Он обратно вернулся. Великолепно. Немедленно подготовить его к транспортировке. Будет сделано, сэр. Я как это, человек-муравей. Человек-молекула. Ну, доброе утро. Давай не Да, будем как будто все усложнять. DLC прошел. Ты скажешь мне код от очистителя. И скажешь его сейчас. Я сделал все что угодно, только не бейте меня. Ну, вот это другой разговор. Итак, какой же код? 216. Тогда давай убедимся, что ты говоришь правду. Говорит полковник Оттон. Ваши люди на позициях, солдат? Принято, сэр. Ожидаю передачи кода. Ваш код 216. Повторяю, 216. Подтвердите и введите. Принято. 216. Полная готовность, сэр. Ваш код. Подтверждаю. Код правильный. Система приходит в готовность, сэр. Лол, я сказал правильный код. Спасибо за сотрудничество. Боюсь, больше нам не нужны твои услуги. Смешно. Что тут возьми происходит? Я расскажу тебе, что тут происходит. Твоя игра проиграна. Ее выиграли хорошие парни. И теперь мы просто доводим дело до конца. Очиститель наш. И теперь для того, чтобы его запустить, нам нужен только код. Ты прямо сейчас скажешь мне этот код и сэкономишь нам всем много времени и нервов. Может, я тебя отпущу. Ну так как? Зачем вам так нужен этот код? Ты знаешь зачем. Без него мы не можем запустить очиститель. Чем дольше очиститель не работает,
тем больше людей страдает. Ну же, сынок, я теряю терпение. Мне нужен этот кот, и он нужен мне прямо сейчас. Воду. Ну, не знаю, 7:04. Отлично. Тогда мы это сейчас проверим. Говорит полковник Отом. Ваши люди на позициях, солдат? Принято, сэр. Ожидаю передачи кода. Ваш код 704. Повторяю, 704. Подтвердите и введите. Принято. 704. Полная готовность, сэр. Ввожу код. Никак нет, сэр. Код не подходит. Я потерял еще одного человека. Почему ты настаиваешь на том, чтобы усложнять дело? Возможно, мне пора открыть стрельбу. Как ты думаешь, сколько крови тебе не жалко перед тем, как ты расскажешь мне все? Do you really think we would fall for that? I have had enough of your games. I should have killed you right away. Have the Gek, we'll get the code. We Мужицкая. don't need you. Полковник, вы мне нужны. У моей жены Господин президент, такой у же меня нет размер времени на другие дела. кружки. Я скоро прибуду к вам. А теперь, полковник, Так точно, сэр. Иди, иди, хозяин зовет. Собака недобитая. наконец-то мы одни. Прошу прощения за поведение полковника Отома. В последнее время он переживает серьезный стресс. Я не сомневаюсь, ты знаешь, кто я. Уверен, тебе доводилось слышать мой голос по радио. О, президент. Я хотел бы поговорить с тобой с глазу на глаз. Думаю, есть несколько вещей, которые нам с тобой стоит обсудить. Свое имущество ты найдешь в шкафчике у двери. Я отопру для тебя замки. Серьезно? Кроме того, я верну тебе свободу передвижения. Я жду тебя у себя в кабинете. Пожалуйста, не задерживайся. Реально? То есть они настолько идиоты, что дают мне в натуре... Вау. Да. Тяжело. Я не понимаю, почему они до сих пор существуют как организация. Типа, ну, блин, бред какой-то. Я же сейчас просто, ну, я реально сейчас просто пойду и убью всех. Зачем мне с ними мелочиться? А ну стой! Твое место в камере, никуда ты не пойдешь. В соседней комнате весь личный состав охраны. Как только я их позову, ты отправишься обратно в камеру. Если нужно, вперед ногами. Еду к президенту. Да? В смысле, ты серьезно? Только ты ему объясни, что я был с тобой очень строг, ладно? И что в этот раз я не надел форму за... Идиоты. Блин, они реально настолько тупые. Внимание всему персоналу Рейвенлок. Говорит ваш Натан. Они не те, за кого себя выдают. Беги отсюда, пока можешь, пока они не добрались и до тебя. Прошу вас не задерживать его. Спасибо за сотрудничество. А, это же чел из Мегатонны, лол. Как он тут оказался? Фанат этот. Привет. Анклава. Прикол. Привет. Здорово. Блин, ушатать что ли? Ну не знаю. Ладно, пока рано, пока рано, пока рано. Ух ты, ничего себе.
Да. Они продолжают эксперименты на людях. Внимание! Говорит полковник Отом. Настоящим приказываю игнорировать предыдущий указ президента. Заключенного из убежища... Уничтожить на месте. Вау. Ясно. Пи-пи-пи-пи. Ну-ка я вернусь обратно сейчас там. Как следует. Лежать. Плюс. Врача, позовите врача. На. Все. Минус чердак. Да, сука. 2 попадания. 2, ядрить. Это же голос Вина Дизеля. На, тварь. Семья. Это главное. Он что? Вот так вот. Если в голову выстрелит, то они умирают. Как и любой другой человек, конечно. Блин, может быть, плазменную винтовку подобрать. Это мутанты. Они ставят эксперименты на людях, на браминах, то есть коровах. Вот такие вот они люди. Доктор, вы точно лечите мигрень? Да. Говнюк. Какой крепкий. В смысле ты живой? Ничего себе. Я его с ног сбил. Прикольно. Давайте плазменную винтовку возьмем. Черт с ним. Сидит на картах. Наука 5. Так, ну я вроде бы, ну точно всех убил в этом крыле. А может быть и не точно. Ну вот. Ну и скатерть и дорога.
А. То есть я должен был вот так идти. Да ёб твою мать. На, лежи. Блин, ну если иногда попадаю, то я прям попадаю. Попаду, прям попаду. Ну. Это он? Не он. Но я бы сказал, похож. Все, теперь только так убиваем. А зачем тебе 20 штук квантовой колы? Да я хз, но я думал, оно нужно для чего-то, для кого-то. Убежал. Собака убегает. Убежал. Убежал. Слушай, прям реально хочет жить. Отбой тревоги быстро. Где собака? Голова, да. Вот тя. Но они плохие, видишь, они вот. Опыты ставят на людях, на собаках. На, твари. А? А ты не знаю. Будда. Где собаки? Будда. Это не собака, это ученый. Ну, это ученый, он типа ставит опыт как раз таки вот эти вот всякие разные. Я в детстве обожал вставлять в хату разными найденными вещичками из квестов. Подумал, тоже коллекционируешь. Ну... Ну, есть немного такое. Но я их просто в ящик ложу. На видные... Ну, на видные места не ставлю. А так, конечно, да. В этом есть прикол. Блин, вот это я, конечно, пожескачу с ними. Ты? Тебе здесь Анна не место? Холт. Что ты здесь делаешь? Так, ты кто? Я Анна. Анна Холт. Работал доктором Ли. Я была в группе проекта «Чистота», а теперь я здесь. Она занята прям. Как будто бы. Последний раз она что-то рассказывала, что то тут, то там занято. Там вроде как с музыкальной группой там что-то попоют.
Почему ты бросил все, над чем вы работаете с доктором Ли? Слушай, здесь нет ничего личного. Правда, ничего такого. Но доктор Ли, она едва перебивается. Даже мелкие детали ищет на пустошах. А у Анклава есть все необходимое. Они на века опережают все, чего могла бы добиться доктор Ли. Работая в этом месте, мой величайший шанс сделать мир хоть немного лучше. Ты знаешь, как выбраться отсюда? Боюсь, тебе нужно идти. Не хочу, чтобы кто-то увидел нас за разговором. Ну, ладно. Не, убивать ее было бы глупо. В том плане, что она одна из таких вроде как нужных людей. Барьер безопасности. Блин, ни одной скобки нет в натуре. Угу. Ну и да. Блин, уикал. Уничтожение ЗАГС. Что это такое? Я не до конца уверен, что Эдему можно доверять. И думаю, он знает, что я ему не доверяю. Но ему вряд ли известно, что я знаю аварийный код самоуничтожения для его консоли. Приоритетный доступ, код авторизации 420-03-29. И бабах! Это, конечно, на крайний случай. Но, по крайней мере, у меня есть такая возможность. Но все-таки президент это тупо какой-то мозг. Ну, президент готов принять вас, но что-то мы, ну как-то я испугался. Что-то я резко начал по ним шмалять. Мне еще и карму сняли из-за этого, прикинь. Забавно.
Угу. Давно пора. Я очень доволен, что тебе удалось добраться сюда. Я не планировал такой путь, но он стал адекватным испытанием твоих способностей. И что ты хочешь от меня? То, что нужно любому хорошему политику. Твое доверие и поддержка. Правда, к тебе конкретно у меня есть особая просьба, если ты не против. Я слушаю. Столица нашей Родины на перепутье. Путь, который мы с тобой сегодня выберем, определит будущее всей нации. Мне нужна твоя помощь, чтобы будущее нашей страны было в безопасности. И что ты имеешь в виду? Сейчас мои возможности влиять на мир ограничены, и я сам могу не слишком много. Но вот ты можешь приходить и уходить, когда захочешь. У тебя гораздо большая степень свободы. Возможно, мне лучше объяснить, почему изменения необходимы, и зачем я прошу тебя стать моим представителем. Ну давай уже говори. Нашу землю заполонили мутации. Война А, закончилась так много лет назад, а мы все понятно. страдаем от ее последствий. Короче, он собирается сделать всё ту же херню, что и во второй части. Человечество не получит неоспоримого преимущества в мире. Чтобы его получить, мы должны избавиться от мутаций, которые так долго нам досаждали. Эти супермутанты... Он хочет распространить вирус на пустошь. Я полагаю, работа твоего отца подходит для этой задачи. Да, прям в воду, скорее всего. Не нравится мне это. Тебе нужно понять. Мы должны расчистить путь человечеству, чтобы возродить пустоши. Небольшие изменения в вычислителей, которые разработал твой отец, позволят искоренить мутации без особых усилий. Любой мутант, который соприкоснется с водой, будет уничтожен, изъят из генофонда. Мужчинам и женщинам на Земле больше не придется делить ее с ужасами и чудовищами. Просто прикол в чем? В том, что там не просто мутанты умрут и гули, а скорее всего большинство людей вообще в принципе. Ну, я бы даже сказал, скорее всего, все люди, кроме анклавовцев. Потому что во второй части мы знаем, что все люди подверглись мутации в той или иной степени. Минимально или много. Ну, разве что еще и убежище, жители убежища будут живы. Может быть. А, прикольно. То есть, да. Да, у меня тут. То, о чем я тебя прошу, на самом деле очень просто. Перед тобой пробирка с новым штаммом вируса ВРЭ. Помести ее в пульт управления очистителем. Когда это будет сделано, и мы введем активационный код, очиститель заработает, и все произойдет автоматически. Я ведь немногого у тебя прошу, верно? Вот еще не буду я этого делать. Какое досадное разочарование. Мне следует объяснить тебе всю серьезность нашего положения. Я не могу позволить тебе уйти, пока ты не возьмешь с собой пробирку. Не, знаешь что, я знаю твой код самоуничтожения. Ой, да ладно. Блефовать ты плохо умеешь. И угрожать мне нет никакого смысла. Код следующий. Приоритетный доступ к авторизациям
420 03 29. Боже мой. Компьютер кряхтит. Предоставлен доступ уровня root. Ручное управление O-923. Авторизация J-512. Запущена процедура самоуничтожения. Гражданскому лицу следует обезопасить контейнер с вирусом и немедленно покинуть комплекс. Прикольно. Как он смешно выходит. Ну и что дальше? Давай, давай. Блин, я думаю, он дурук. Ты дурук, я дурук. Так. Вот это оно. А, вот он я где был. Ёлы-палы. А, Фокс, лол, здорово. Жестко. Хе-хе-хе. Нормально, нормально. А, вот и ты. Наконец. Я не сомневался, что ты уцелеешь, и надеялся вернуть тебе мой долг. Тебе чё, новая игрушка? Да, и весьма увлекательная. Эта техника не устает меня поражать. Вообрази, сколько зла можно уничтожить
такими орудиями. Что ты тут делаешь? Я видел, как тебя схватили, и сумел проследить за похитителями. Жаль только, я не успел помочь тебе раньше. Я обязан тебе своей свободой, так что это был мой долг. У меня ведь на всем свете никого больше нет. Помощь мне всегда пригодится. Хочешь пойти со мной? О, это большая честь сопровождать такого героя, как ты. Так пойдем? Пойдем. Наш новый друг. Ты дурак, я дурак. Вместе мы. Криминальный круг. Так, ну, пошли отсюда. Братцы стали. Они, я надеюсь, не нападут на моего супермутанта. Это же братцы стали все-таки. Я только хочу сказать, что чем дольше мы сидим тут, тем больше у них времени укрепиться. Мы должны ударить чем раньше, тем лучше. У нас едва хватает сил, чтобы оборонять цитадель. Мы уже не первый раз это обсуждаем, Сара. Так что, нам просто сидеть и ждать, когда они решат, что мы следующие? Если Прайд выступит сейчас, у нас будет шанс. А если у тебя не выйдет, что тогда? Игра не стоит свеч. Это верно. Без Гекка очиститель для Анклава все равно бесполезен. Возможно, скоро они бросят его. Мне это не нравится. Не обязательно, чтобы тебе это нравилось, Сара. Просто выполняй приказы. Да, отец. А с возвращением. Мы боялись, что потеряли и тебя, и Гек. Сопутствовал ли тебе успех? Ну, типа. Времени нет, мы должны выступить сейчас, или мы потеряем проект Чистота. Думаешь, я ничего не знаю? Последнюю неделю мы наблюдали за скоплением сил вокруг комплекса. Случилось что-то новое? Солдаты из Анклава забрали у меня Гэг, сейчас они устанавливают его. Тогда мы должны выступить немедленно. Если ты еще что-то знаешь, скажи нам перед тем, как мы начнем мобилизацию. Твоя помощь может спасти жизни. Эдем дал мне какой-то вирус, приказал с его помощью сорвать проект. Понятно. И где теперь вирус? Мне его больше нет. Ну и ладно. Нам нужно определиться с планом. Если у Анклава есть Гек, им ничто не помешает запустить очиститель. В конце концов, они подберут код. Боюсь, это правда. Нужно действовать, пока мы еще можем. Отправляйте Прайд. Мы справимся. Мы победим. Ладно, Сара. Прайд пойдет в бой. Но я не отпущу свой лучший отряд без поддержки. Ротшильд, все готово? Что? Нет. Я имею в виду, мы с Ли решили проблему с питанием, но только закончили диагностику. И? Он не готов для полевых испытаний, не говоря уже о боевых условиях. Оружие не настроено, навигационная система отключена. Ротшильд, довольно. Он заработает? Честно? Я не знаю. Думаю, мы как-то перебьемся, но даже если и нет, в конечном счете это ни на что не повлияет. Тогда решено, Сара. Бери Прайд и используй робота в качестве поддержки. Возьми нашего друга и займите очиститель. Так точно, сэр. Первым делом я хочу сказать тебе, что у меня был разговор с моим отцом. Я и весь Прайд решили, что после всего, что тебе досталось, ты заслуживаешь звания почетного бойца Львиного Прайда. Вау. Поздравляю. А это влечет за собой некоторые привилегии, включая наш комплект силовой брони. Тебе что больше по душе? Полная броня или разведывательная? Ну, силовая, конечно. Ну да, не нужна мне ваша броня. Или нужна? Конечно,
Надеюсь, это даст тебе дополнительное преимущество. Ладно, как думаешь, справишься? Конечно, конечно. Вот это приятно слышать. Вещи собраны? Все готово. Но просто не высовывайся, пока мы не дойдем до очистителя. Твоя смерть нам совсем ни к чему. И не путайся у нашего чудища под ногами. Блин, я двигаться не могу. Повторим всё еще раз. Прайд идет со мной. Наша цель — проект «Чистота». Но мы не сможем пройти в комплекс, пока подняты энергощиты. Ротшильд и Ли говорят, что робот сможет пробить энергощиты. Так что мы — огневая поддержка. Остаемся рядом с этой штукой, бережем ее и тащим куда надо. Когда щиты отключатся, мы направимся прямо в комплекс. Пока робот их задержит, мы проберемся внутрь и возьмем под контроль зал управления. Нам нужно выступить сразу, пока мы не упустили возможность застать их врасплох. Бери все, что надо, и встречаемся во дворе. Когда все сделаем, поставлю каждому по стакану вкусной холодной водички за мой счет. Вперед! Ладно, Ротшильд, заводи! Прайд, вперед! Прайд, вперед! Блин, и серьезно мне стоять ждать, смотреть, как он вверх поднимается. Вау, как это интересно. А, я могу двигаться, господи, я не знал. Я не знал. Так. О, это же намного лучше. Все, нахер выбрасываю Ашура. Полное говно. Obstruction detected. Composition. Titanium alloy supplemented by photonic resonance barrier. Probability of mission entrance. 0%. America will never fall to communist invasion. America, fuck yeah. Engaging with Chinese aggressors. Да кто там стреляет по территории? Warning. Forcible impact alert. Scanning for Chinese artillery. Engaging with Chinese aggressors. We will not fear the Red Menace. Робот-рэп начал читать, да. Рэп-кат, рэп-кат.
Блин. Охереть. The last domino falls here. Да ёба. Embrace democracy, or you will be eradicated. Death is a preferable alternative to communism. Will never fall to communist dictatorship. Блин, ядрен батон. Communism is a temporary setback on the road to freedom. Чего? А это нормально у него? Он же вроде... А почему он... То есть это нормально, да? Вот и не знаю. А, вот, пошел. Давай. О, ну, хорошо. Все идет по плану. Chinese blockade attempt futile. Блин, что-то про китайцев начал говорить. Китайское вторжение какое-то, что-то говорит. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Мы делаем пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Блин, эта игра прям супер зайдет фанатам Звездных войн, я уверен. Блин, коммунизм, говорит. Он мне камеру трясет, сукин сын. Я не понял, он кинул бомбу. А, это бомба у него на спине, ничего себе. Блин, жесть. Вот это, конечно, спроектировали оружие просто. Ёпта мечты. Давай уже драматично умирай или что там делаешь. Едри. Блин, это мне напоминает Call of Duty первый, знаете. Все, кажись, мы их наказали. Блин. Накачанный какой.
Он прям как Хью Джекман из этого Дэдпула. У него такой же торс. Ладно, ну что, остались мы с тобой. Не спеши. Да, настроил. Следи за всем вокруг и Ебать. Хорош, хорош. Пойдем, Фокс. Майкл Джей Фокс. Ты меня подожгла или что это было? Опять ты? Не могу сказать, что я удивлен. Ты и тебе подобные чуть ли не целью жизни сделали разрушить все, чего достигло наше государство. На этот раз ничто не мешает мне убить тебя. Давай покончим с этим. Сдавайся, Отом, ты проиграл. Позволю себе не согласиться. Анклав на вершине своей мощи. Угу. Как только этот комплекс На вершине заработает, своей мощи. к Анклаву будут стекаться толпы за свежей водой, защитой и руководством. Гниет на улице пустоши, так сказать. Так. Раз ты не видишь, использовать ТПСПшку. Ты заслуживаешь больше. Рейвен Рок уничтожен, и дома больше нет, тебе ничего не осталось. Американский народ стоит того, чтобы драться за него. Мы должны дать ему будущее. Я не позволю тебе помешать этому. Так больше нельзя. Чем больше насилия, тем хуже. Все будет в итоге. Тем хуже все будет в итоге. А что ты предлагаешь? Отдать тебе все, что я построил с таким трудом, и смотреть, как ты все это растопчешь? Да что ты строил-то? Да просто уходи, пока еще не поздно. А ты? Ты просто отпустишь меня? Откуда мне знать, что ты не выстрелишь мне в спину? Полагаю, теперь это не суть важно. Да. Хорошо. Предоставлю тебя твоей судьбе. Правильно, правильно. вот так просто его отпустить? И почему я не удивлена? И как из тебя до сих пор это не выбили? Лучше надейся, что твоя доброта не выйдет тебе боком. Ну давай заблокируем помещение. Ну так, да, как бы, ну... Я и так планировал. Ну просто так комичнее. Плащ полковника Отома. Так. За отца. Где? Буде? А? Путя. Это был солдат? Броня Лахман, Понимаете меня? Включить его надо сейчас же. Если я правильно понимаю, то в камере смертельный уровень радиации. Прости, хотелось бы найти другой вариант, но сейчас просто нет времени. Действовать надо сейчас, или произойдет катастрофа. Ну вот, а мы хотели отпраздновать. Кто-то из нас должен пойти туда и включить эту драную установку. И этот кто-то обратно не вернется. Как-то не так я всегда это представляла, понимаешь? Ну, что будем делать? Спички тянуть? Ну, Фокс может запустить очиститель, лол, да. Хочешь так? Ладно, пусть будет так. Только быстро. Это серьезное Кстати, да. затруднение. Что же нам делать? Фокс, запускай очиститель. Код 216. Ах, да, конечно. Неуязвимость к радиации делает меня лучшим кандидатом на выживание. Ну да. Я хотел сказать, что в той камере твоя судьба, но мою тебе уже удалось изменить.
самое меньшее, что я могу сделать, Как же Фокс прям... дать долг. Запускай шлюз Кстати, здесь. и покончим с этим. Давай, вперед. Блять, Фокс, не подведи, заебал. Блин, он ввел, по-моему, 6 или 7 цифр. О, нормально, нормально. Не, ну Фокса норм. Ему по кайфу. Он какую-то ванну принял. Флексит и флексит, ходит такой. Да что ты пинаешь, дурак что ли? Блин, мудак. Все, победа? Да, прикинь, победа. Закончили Fallout 3. Так одинокий путник вышел в большой мир из убежища 101 вслед за отцом, который когда-то пожертвовал будущим человечества ради будущего своего единственного ребенка. Столичная пустошь оказалась суровым, жестоким миром. Но одинокий путник не поддался порокам, что поработили столь многих. Истинные ценности, бывшие путеводной звездой для его отца, самоотверженность, сострадание, ну, может, не Вегас, потом 4-й. вели благородного героя сквозь беды и... Блин, этот город детей, конечно, вообще пиздец, тупизна. В конце пути одинокий путник получил шанс познать величайшую из добродетелей – самопожертвование. Но он отказался повторить самоотверженный подвиг отца. Ну, я не еблан, потому что... К счастью, когда коварный президент избрал нашего героя своим орудием массового уничтожения, тот отказался. Человечество, пусть и полное недостатков, в его глазах было достойным жизни. И, наконец, потекли реки живой, чистой воды для всех и каждого. Столичная пустошь была спасена. Так заканчивается история одинокого юноши. А история 101 других поселений там? Легендой. А собака откуда? Человечества нет конца. Не Ибо было борьба собак. за выживание — это война, что идет вечно. А война... Никогда не меняется. Война не меняется. Блять, ну и урод. Я и забыл, как я выгляжу. Ну, типа, почти. 2 недели спустя. Не понял. Осторожно, осторожно. Я что, с полки упал? Что это было? Они меня на шкаф положили? Что это было? Ты в цитадели. Мы уж думали, ты никогда не придешь в себя, вопреки обещаниям медиков. Я каждый день навещаю тебя и мою дочь. Хорошо, что хоть кто-то из вас оправился. Что происходит? Все в порядке. Ты теперь в безопасности. Ты в цитадели. Когда очиститель заработал, произошел мощный выброс энергии. Вы с Сарой потеряли сознание, вас вытащили и принесли сюда, в больницу. Мы с вас сутками напролет глаз не спускаем. Рад, что наши усилия принесли плоды. И что теперь? Ну, это уж тебе решать, верно? У братства есть четкий план действий.
Остатки анклава должны быть уничтожены. Угу. Прайд занимается этим с тех пор, как мы отбили очиститель. Кошмар. Остается один вопрос. Он просто ходит и Можем пиу-пиу-пиу-пиу рассчитывать делает, на да? помощь? И чем я могу помочь? Вообще-то, именно сейчас нам отчаянно нужны люди. Так что я, пожалуй, отступлю от обычной кадровой процедуры. Отныне ты рыцарь братства стали. Носи это звание с честью. Прежде всего поговори, пожалуйста, с писцом Ротшильдом. Уверен, он будет рад снова увидеть тебя. Он подробнее расскажет тебе о событиях последних недель и объяснит... 2 нашу недели, кстати, текущую задачу. в отключке был. Понимаю, что тебе пришлось пройти суровое испытание, но чем быстрее вы поговорите, тем быстрее мы сможем положить всему этому конец. Так, сейчас подойду. Ой. Нам нужно поговорить о супермутантах. Вот как? Тебе удалось что-то узнать? Супермутанты лезут из убежища 87, там они размножаются. Убежище 87? То, где тебе удалось найти Гекке? Мы так и не смогли пробиться через тамошнюю радиацию. Эта информация бесценна. Ты молодец. Я ждал твоего возвращения. Что дальше? Пойдем. Со всей должной скоростью. А, я все-таки на койке лежал. Свежая вода. Ну и чё? Здравия желаю. Как будто бы вообще, ну... Здравия желаю. А я не понимаю, я игру прошел уже, да, получается? То есть это вот такая, ну, классическая беседковская хуйня, да? Что они обычно делают в древних свитках. Они просто берут и дают мне погулять Что после ж, приятно снова видеть тебя на ногах. Как окончания я основного понимаю, сюжета. Лайнс сразу же бросает тебя в пекло. Он рассказал тебе, что здесь происходило во время твоего отдыха? Вы устроили оргию? Ну-ка, рассказывай. Ну что ж, Оуну сейчас нелегко, ты же понимаешь. Впервые действие братства таким личным образом на него... Пожалуйста, подойди сюда, я вкратце тебе все изложу. Сейчас я в 2 словах расскажу, что случилось за последние пару недель и что происходит сейчас. Как тебе хорошо известно, все началось с того, что Анклав захватил проект «Чистота» вот здесь. Благодаря тебе их главный штаб вот здесь был полностью уничтожен.
А потом они потерпели еще одно поражение. Разведка и полевые группы обнаружили другие дислокации анклава на пустошах. Мы ожидали, что без руководства в их рядах начнутся хаос и смятение. Ожидания не оправдались. На основе полученных данных и обнаруженной техники мы выяснили, что разрозненные силы анклава по-прежнему поддерживают связь между собой. Мы установили источник передачи. Это старый военный комплекс в Рокленде, на юго-запад отсюда. Наши разведчики проверили территорию, однако не обнаружили удобного входа на объект. Поэтому мы сами устроим себе вход. Паладин Тристан поведет группу на передовую базу в старом автомобиле. Не, слушайте, а как будто бы игра продолжается. Либерти Прайм начнет свою работу. Задача Прайма — подавить их оборону и создать для группы возможность войти. Туннели. Группа войдет, уничтожит любое сопротивление внутри и отрубит их передатчик. Любые стоящие внимания данные нести сюда. Итак, еще вопросы? Если тебе нужно... Что тебе нужно? Так. Ух. Ай-ка, посмотная коська. Уберите свою жопу. Просто легла мне на руку и говорит: гладь, гладь меня. Жесть. Приходится гладить. Вот. Блин, миниган купить, что ли, может, а? Спотыкушка. Лазерная иллюзия. Ай, блядь. Дарси. Смотри, не сломай, чужак. Да ёб... Да прибудет с тобой сталь. Тихо, тихо, тихо. Да, блин, я перегружен.
Блин. Ну, раз уж мы тут, то, кстати, может, туда заглянем. Да нормально у них все. Что тебе нужно? Радио. Дай знать. Как... Где стрельба? Блин, больно. Не, ну все-таки миниган тема. Оказывается. Довольно-таки охуенно. Хе-хе-хе. Блин. Самый лучший компаньон. А вот и вот малыш Рад Скорпион, только без клюшки вернулся. Жестко. Так. Надо миниган поставить на какую-нибудь кнопку. Окей. Будем. Так, откроем эту локацию. Что это за здание вообще? Надо быть осторожнее. Данвич билдинг.
Давай заценим. Блин. Блин, он прям ему в голову дал. Блин. А что мы тут ищем, интересно? Не доверяй настоящим. Не нравится мне это место. Запах какой-то странный. Мурашки по коже. Не хочу стрелять по воронам, пока я не пойму, что там. Стоит пробраться туда вечером. Интересненько. Рейдеры рассказывали множество баек про зомби в заброшенных домах. Никогда не видел ничего подобного раньше. Но храни меня, Господь, они настоящие. Не совсем то, о чем говорил Тор, но очень похоже. Тор. Мне кажется, они когда-то были людьми. Тор из второго Fallout. Храни меня, Господь. Сегодня я нашел отца. Я не думал, что это его. Зомби не трогали его. Кажется, он становился одним из них. Это мог быть только он. Раз уж рядом нашлась та старая книга. Хватит смертей. Мне нужно уходить. И не забыть книгу. Это все, что у меня от него осталось. Тут у камня тепло. Надо бы самую малость отдохнуть. Да, вот бы сейчас отдыхать в радиоактивной помойке.
нож пошлет его в глубокий храм. Снимайте кожу и повторяйте за мной. Абдулла приходит снова, и слабые станут пищей для него. Так устроим же пир во имя глубокого храма. Возвратился здесь и сейчас. Алхазарет! Гет! Гет! Угу. Прикольно. А, чисто ради пупса заходил. Получается. Ёб твою мать. Поздравляю! Так. Так, смотрите, кто вернулся в мир живых. Некоторые из нас уже сомневались, что вы с Сарой придете в себя. Хорошо. По нашим разведданным, с той стороны туннеля нечто вроде узла связи Анклава. Мы надеемся, что если его уничтожить, они наконец-то сломаются. Хорошо. Держись рядом со мной и не высовывайся. Доберемся до комплекса. Разберемся, кто чем займется. Последнюю неделю все примерно одинаково. Получаем данные о точках, отправляемся туда, вычищаем. Честно говоря, эта железяка делает большую часть работы. Не на что жаловаться. Она спасает нас от лишнего. Истцы раскопали информацию об этом месте позавчера. Какая-то станция.
Блин, какие же тупые барьеры, зачем мне их нужны? Вау. Да охуеть, из чего так ебашь? Alaska's liberation is imminent. Communist target acquired. А, это меня Прайм ебашил, понял. Communist detected on American soil. Lethal force engaged. Democracy is truth. Communism is death. Communist threat assessment. Scanning defenses. Structural weakness detected. Exploiting. Engaging with Chinese aggressors. Нормально. Alaska's liberation is imminent. Какой удар. Да, я поспешил, конечно. Чё, блядь. Scanning defenses. Structural weakness detected. Exploiting. Communism is a temporary setback on the road to freedom. Initiating Directive 7395. Destroy all communists. Satellite uplink detected. Analysis of the communist transmission pending. Warning. Warning. Red Chinese orbital strike imminent. All personnel should reach minimum safe distance immediately. Catastrophic. Да ладно, его сломали. Ё-моё. Нет. Только не это. Нет. Статическая оценка победы Красного Китая невозможна. So that democracy Нужно выяснить, что за чертовщина произошла. Некогда болтать. Беги на базу и помоги ребятам найти их передатчик. Давай, солдат, бегом! Да вашу ж мать. Блять, охуенно. Ну ладно. Игра снова зависла. Ну. Ну ладно, давайте попробуем добить игру.
Жестко мы его. Так. Блин, капец, они, конечно, в бомжатских условиях жили. Слава богу, не меня.
Я просто поверить не могу. Столько лет работы, и все ради чего? Одной халтурной операции? Я все еще жду доклада от Тристана, но уже сомневаюсь, что он что-то изменит. Без Прайма... Возможно, но это не отменяет. И лишились единственного заметного военного превосходства над Анклавом. Ах да, посмотрим, смогу ли я их расшифровать. Возможно, это поможет нам понять, что же там случилось. Было бы неплохо извлечь из этого хоть какую-то пользу. Спасибо за эти данные. Думаю, старейшина Лайн, с твоего позволения. Здравия желаю. Что тебе нужно? Здравия желаю. Здравия желаю. Ну как, ориентир? Я полагаю, вы уже поговорили? Наше главное оружие, стоит признать. Верно, именно это меня и беспокоит. Мы ударили по Анклаву, а теперь никак... Если мы не сможем определить и нейтрализовать новую угрозу, на победу надеяться не стоит. Сделай одолжение, не указывай мне, что мне положено делать. А теперь, если мы закончили, отправляйся к паладину Тристан. Здравия желаю. Блин, пацаны, ёбана. Здравия желаю. Здравия желаю. Ты молодец. Надеюсь, песцы смогут с толком использовать добытую тобой информацию. К сожалению, у нас нет времени ждать, пока они закончат. Весь мой опыт подсказывает, что это задание в самый раз для тебя. Надеюсь, что так. Мы сейчас сильно ослаблены. Так ослаблены, что некому поручить изучение нового оружия, которое помогло бы нам против винтокрыла. По информации, которую мы собрали, похоже, то, что нам нужно. Надеюсь, ты... Обратись к песцу Валенкорт. Она исследует кое-какие... Как я понимаю, у нее что-то получается. Здравия желаю. Здравия желаю.
У меня все еще очень-очень много. Ну, возможно. Я имею в виду, может быть. Наверное, но я не уверена. Не знаю, насколько это действительно Окей. может помочь. То есть, но кажется, я придумала, как... Вот, держи. Это... Ну ладно. Здравия желаю. Тебе что-нибудь нужно, друг? Какого... Ты тут откуда? Гладкокожик. Силовые установки Ол не знаешь где это? О, да-да, конечно. Это прямо тут рядом. Только вот когти смерти могут иметь другие планы. Понимаю. Да? Ну, значит, мозгов мало. Откуда они берутся, ты как думаешь, а? Тут у них гнездо, чтоб их. Попомни мое слово. Останешься здесь, загнешься. Ну, это ж твои похороны, да? Мы с Кидом валим отсюда. Раз уж тебя не убили, то, наверное, вернуться по твоим следам будет безопасно.
Мишка отдыхает. Здесь нужно проявить осторожность. Да ёбана. Не доверяй настоящему. Пиздец. Да хули так криво летишь ты? Ёбаный рот. Охуенно просто.
пахнет опасностью. И как ее вырубить, блядь? Пиздец. Спокойствие важнее всего. При любых обстоятельствах.
Осторожно! Душу из малявок вынул, но воевать... Удалось найти? Великолепно. Молодч. Чувствуешь в себе силы взяться за новое? По данным, которые тебе удалось получить на ретрансляционном... Оказывается, у них есть еще один штаб. На базе ВВС «Адамс», за пределами округа. Безопасный путь туда один. По президентской ветке ты отправишься в одиночку. Остальные Конечно. силы братства будут проводить отвлекающий маневр, чтобы тебе удалось незаметно пробраться внутрь. Когда пройдешь по президентской ветке, внутри будут дальнейшие распоряжения. Здравия желаю. Интересно.
Ебать. Фокс живой, не? Слава богу, живой. Осторожнее. Привет.
Следующие объявления будут сделаны для вас корпорацией Ядерпола. Хм. Присутствие посторонних. Немедленно откройте этот терминал. Внимание! Нарушение безопасности. Система переведена в режим тревоги. Приготовиться к проверке безопасности. Попытка идентификации локации. Терминал предназначен. Пожалуйста, подождите. Переопределение выполнено. Допуск присвоен. Чем я могу помочь? Ответ отрицательный. В настоящее время ремонтные работы. Если нарушение безопасности будет устранено, я перейду в нейтральный статус и отдам команду ремонт. Имеется доступная информация. Пожалуйста. Прошу прощения. В моей... Ответ отрицательный. Все системы. Однако, после надлежащего доступа в эту систему, вы получили статус союз. Имеется... Внешние сенсоры слежения обнаружили эти лица. Соответственно. Мои извинения. Мои датчики указывают, что данные лица не имеют внутрь. Было повреждено одно из основ... Это система... Имеется... Марго. Это сокращение от Метрополитен администрации роботизированной государственной. Моя основная задача – охрана президентской ветки Метрополитена и обеспечение безопасности пассажиров. Меня установили и подсоединили с этого момента. Я не имею точных данных о событиях прошлого и однако эта информация соответствует прочим полученным от вас данным. Тем не мой центральный процессор и логический элемент. Однако, моя основная функция... Я ценю ваш интерес к этому вопросу. Имеется отчет о состоянии системы президентского метрополитена. В настоящее... Это... И подтвердите свои полномочия. Да. Приятного дня.
получила тяжелые подразделения. Бой продолжаем. Если вы это нашли, прошу вас, отнесите пленку моему любовнику в отель Мессон Борогар на востоке Джорджтауна. Он должен это знать. Дорогой, они нашли меня. Я не смогла сбежать. Сбежать, чтобы мы снова смогли быть вместе. Знаю, ты рисковал жизнью, пытаясь до меня добраться. Прочесывал руины, спасался от супермутантов. И все это ради меня. Выходит, я никогда не увижу твоего подарка. Ты сохрани его и вспоминай обо мне каждый раз, как на него посмотришь. Прости меня, дорогой. Мне жаль. Мне так жаль, что у нас ничего не вышло. Пока что мы в Из-за этой безопасности. штуки погибло столько людей. Разбилось столько сердец. Прошу тебя, помни, что я люблю тебя. Ты навсегда останешься в моей душе. Я люблю тебя. Приятного вам дня. Что у тебя? Приятного вам дня. Приятного вам дня. Пойду спать.